Всем привет! В эфире Данил Тонкопий и канал «Я Мигрант». Сегодня мы разбираем реальные кейсы тех людей, которые подали на грин-карту EB1. И это будет не только теория, точнее, а конкретный разбор айтишников, людей из сферы тех, которые подали на грин-карту вместе с замечательным опытным юристом Татьяной Аристовой. И мы сегодня узнаем, что у них вышло и как им это удалось. Татьяна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Если у зрителей есть вопросы по теоретической части EB1, вы можете посмотреть или здесь в ролик. А я хотел бы перейти сразу к первому критерию на грин-карту EB1. Это призы и награды. Татьяна, какие призы и награды встречаются в сфере IT? Да, спасибо за этот вопрос. Сегодня мы будем обсуждать тему о том, как специалисту в области IT получить грин-карт по категории EB1. Как правильно сказал Данил, мы отсылаем с общими вопросами к нашим информативным видео и перейдем сразу к первому критерию на EB1. Это критерий, связанный с призами или наградами. Значит, прежде всего хочу напомнить, что для получения EB1 иногда можно выиграть какую-то очень большую крупную награду и получить EB1 на основании одной этой награды. Но такие случаи случаются довольно редко, и примеры таких наград, возможно, это премия Филдса или что-то сравнимое с этой наградой. Значит, если таких наград у человека нет, то мы можем обратиться к примерам из нашей практики. Я вот сейчас их приведу, какие награды, в принципе, вот в нашей практике айтишники предоставляли. Я сразу предупреждаю зрителей, что буду немножко подглядывать в телефон, потому что все названия этих наград для меня запомнить сложно, поскольку мы работаем с людьми из разных областей, не только из IT. Например, вот сравнимые с этим награды, выдающиеся, признанными инкубаторами, акселераторами за инновации, хорошо подходят вот в эту тематику. Далее есть такие соревнования в IT, как хакатоны. Значит, безусловно, есть хакатоны, которые называются, например, цифровой прорыв или сравнимые с этим награды, то есть соревнования, в которых люди проявляют неординарные свои способности, иногда частным образом, иногда коллективно, то есть как часть коллектива. Дальше люди предоставляли следующие награды, такие как Google Code Jam, награды, связанные с, например, Kaggle Competition или Capture the Flag или International Collegiate Programming Contest. Я, наверное, не буду переводить название этих наград, поскольку, опять же, если я называю их на английском, то их проще вам будет найти в интернете. Значит, иногда люди предоставляли награды от профессиональных ассоциаций, например, Best Paper Award, награда за лучший тезис какой-то, за печатную работу, скажем так. Был человек, который предоставил награду, которая называлась «Выдающийся IT-инженер года». Значит, выдающаяся награда, присуждаемая Национальной инженерной ассоциацией. Также люди предоставляли награды, связанные не совсем с техническими навыками, более связанные с их бизнес-навыками, скажем так. Например, Top Startup in AI. Финтех награды, присуждаемые, опять же, за инновационные подходы в IT именно в финтех-индустрии. Далее есть такие награды, как награды, выдающиеся инкубаторами или акселераторами. Например, известный Y Combinator. Y Combinator проводит Demo Day и может присудить Demo Day Award. Также может быть награда, присуждаемая на какой-то выставке, например, выставка технических продуктов, на которой ваш продукт получает либо упоминание как приз зрительских симпатий, скажем так, или действительно получает награду за первое место по какой-то категории. Значит, такие награды тоже предоставлялись. Также могут быть награды, можно сказать, институциональные.
то есть награды, присуждаемые организацией, в которой вы работаете. Значит, очень важно для зрителей и слушателей помнить одну вещь. Дело в том, что когда вы подаете ваши документы в иммиграционную служба, если она одобряет вашу петицию, она не указывает, какие критерии именно вы закрыли. Поэтому мы можем говорить о тех материалах, которые предоставляли наши клиенты, которые получили одобрение. Как правило, мы стараемся закрыть больше, чем 3 критерия. Поэтому не всегда мы можем сказать, что именно эта награда прошла или именно эта награда получила признание одобрения миграционной службы. Обычно мы узнаем о том, что какие-то критерии закрыты только в случае, если клиенту приходит запрос на дополнительную информацию, так называемый Request for Evidence или RFE. Вот в этом случае мы знаем, что офицер закрыл, например, клиенту 2 критерия, дал, и дальше спрашивает информацию по остальным критериям, которые мы пытаемся закрыть. Так что сразу предупреждаю, что вот эта вот информация, она не совсем полная, как привыкли видеть технические специалисты, когда вот вы что-то подсоединили, оно работает или не работает. У нас это немножко не так. Иммиграционный офицер не всегда пишет и говорит, вернее, только если есть запрос, то пишет и говорит, какие критерии удалось закрыть. Вот, тем не менее, вот история вопроса показывает, что люди, которые пытались закрыть этот критерий с помощью этих наград, у нас получили одобрение, то есть, скорее всего, именно этот критерий сработал, но какие именно 3 критерия люди закрыли, мы не всегда знаем. Я думаю, что к Request for Evidence мы еще вернемся в нашем видео, но я знаю, что многие имеют публикации в медиа. Какого рода публикации подают, в каких изданиях, вообще сами по себе какие публикации, о чем? Можете поделиться? И следующий критерий, который мы будем обсуждать, судя по вопросу, это критерий публикации. Значит, здесь опять же важно напомнить, что публикации должны быть о заявителе, и они должны носить более серьезный характер, чем просто упоминание через запятую. Скажем так, если ваша команда выиграла хакатон и через запятую перечислена ваша фамилия, это с большой натяжкой можно назвать публикацией о вас. Поэтому очень важно, чтобы публикация касалась вас и вашей работы, детально освещала разные аспекты вашей личности, трудовой деятельности, а также, возможно, ваших творческих планов. И очень важно, чтобы эта публикация была либо в ведущих средствах массовой информации, либо в средствах массовой информации, которые можно считать профессиональными. И здесь вот для людей, работающих в IT, очень важный момент, который состоит в том, что IT – это, в принципе, не такая область, о которой пишут, что называется, глянцевые журналы. То есть иногда, конечно, бывает, но это не совсем та тематика, которая интересует публику, читающую вот такие легкие развлекательные публикации. Поэтому, если вы думаете о том, чтобы в будущем подавать на EB1, то сосредоточьтесь на том, чтобы о вас писали именно профессиональные средства массовой информации, поскольку именно профессиональные средства массовой информации обычно, в принципе, пишут про айтишников. Итак, какие это материалы? Безусловно, есть материалы такие, как TechCrunch, Wired, есть материалы, связанные с журналом Forbes, разнообразные, совершенно региональные, технической направленности и так далее. Значит, есть, например, такое издание, как Хабр. Если статья написана журналистом, если она прошла какой-то отбор редколлегии, да, безусловно, такую публикацию можно использовать. Если это блог, если это что-то, что написано безымянным лицом или написано в качестве рекламы, то такая публикация имеет значительно меньший вес. Поэтому вот стоит сосредоточиться на такого рода изданиях. Опять же, довольно много изданий, связанных с кибербезопасностью. Также есть такого рода публикации, как, например, годовые отчеты, которые составляются и публикуются для различных государственных органов. Вот такого рода публикации предоставляли люди, которые имели у нас успешные кейсы. Значит, вот об этих публикациях стоит подумать. С публикациями связан еще один критерий на EB1. Это авторские статьи или какого-то рода научные публикации. Какие авторские публикации
подавались вместе с вами? Смотрите, значит, с научными публикациями все гораздо проще, с одной стороны, потому что публикации научного характера должны публиковаться в научных журналах, профессиональных журналах, которые подходят к данной, опять же, тематике. Значит, здесь очень важно обратить на следующие критерии внимания. То есть у каждого журнала есть такой критерий, как, например, импакт-фактор. Этот критерий, можно о нем подробнее почитать на интернете, но тем не менее этот критерий, который отражает вес, значимость данной публикации. Иногда приходят люди, которые публикуют статьи, скажем так, в журналах, которые вообще никакого импакт-фактора не имеют. Сразу скажу, что, конечно, вы можете попробовать публиковаться в каких-то таких местах, но веса большого такая публикация, скорее всего, иметь не будет. Поэтому, опять же, работа над кейсом EB1 – это прежде всего работа над развитием вашей профессиональной карьеры и вашей профессиональной репутации. Поэтому, если вам есть что сказать, если вам есть о чем говорить, то, безусловно, стоит подавать материалы, которые вы хотите опубликовать в уважаемые издания, например, такие как существует ассоциация, называемая IEEE в Соединенных Штатах, пишется как IEEE. У них есть публикация, которая называется IEEE Transaction Series. Там можно опубликовать материалы. Также есть материалы, публикуемые Американской профессиональной ассоциацией ACM, Communications of the ACM, ACM Transactions on Computer Systems, ACM Computing Surveys. Значит, вот в такого рода публикациях статьи, безусловно, будут иметь вес. Далее есть журналы, посвященные отдельным отраслям компьютерной индустрии, например, такие как Journal of Artificial Intelligence Research, если вы занимаетесь AI. Также есть публикации, посвященные Computer Networks, Future Generation Computer Systems. Также есть такие публикации, как Nature Scientific Research. Вот эти публикации, они заслуживают уважения и внимания, хотя, конечно, я не охватила даже вершины этого айсберга, поскольку мир научных публикаций широк и разнообразен. Также в качестве публикаций можно предъявлять выступления на конференциях, если они были опубликованы в качестве conference proceedings. Существует масса конференций, связанных с областью IT, и, безусловно, на эти конференции стоит подавать материалы, опять же, если у вас есть какая-то идея, которой вы хотите поделиться с другими профессионалами в вашей области. И вот на таких конференциях, после того, как вы сделали презентацию, публикуется сборник материалов, и, безусловно, это может быть засчитано как публикация. Значит, в качестве примеров могу привести International Conference on Machine Learning. Дальше такая интересная ассоциация, как Association for Computational Linguistics. Она тоже проводит конференции. Также, например, AAAI Conference on Artificial Intelligence и так далее, и так далее. Конференций масса. Довольно часто именно участие в конференции, невзирая на то, что вы представляете там свою работу, является платным, ничего зазорного в этом нет. Это общепринятая практика в научном мире. Если вы работаете в университете, за вас платит университет. Если это частная инициатива, возможно, вам придется самостоятельно заплатить за удовольствие представить свои материалы на данной конференции. Это не является минусом, если конференция уважаемая. Значит, опять же, думая про EB1 кейс, работая над EB1 кейсом, очень важно ознакомиться с тем, какие конференции есть по вашей тематике и что вы могли бы там представить. Следующий критерий, раз мы говорим о конференциях, он очень близкий, но я не знаю, подходит ли он к IT-сфере. Это выставки, участие в выставках, шоу-кейсы. Сталкивались ли вы именно в IT-сфере с таким? Дело в том, что буквально до последнего времени иммиграционная служба не имела какой-то четкой позиции на тему того, можно ли людям, не занимающимся визуальными искусствами, закрывать критерий, связанный с выставками. Дело в том, что слово «конференции» как раз в самом критерии не упоминается. В критерии упоминается доказательство того, что вы представляли свою работу либо на выставках, либо на том, что называется showcases.
И на протяжении многих лет мы писали нашим клиентам, которые выступали на определенных форумах, не обязательно in-person, это могут быть онлайн какие-то тоже конференции или форумы, что человек представлял свою работу, следовательно, это был тот самый шоу-кейс, который закрывает и удовлетворяет данный критерий. Шло дело с переменным успехом, иногда людям засчитывали этот критерий, иногда нет, потому что не было четкой позиции. В конце 2024 года иммиграционная служба наконец официально признала и ввела в свои инструкции, которые они публикуют на своем веб-сайте, положение о том, что да, действительно, такой критерий, как showcases или display of your work, то есть представление вашей работы, можно закрывать не только тем, кто занимается визуальными искусствами, и, соответственно, люди, работающие в IT, если вы можете каким-то образом утверждать, что ваша работа была представлена, презентована онлайн, in-person, на каких-либо событиях или форумах, которые могут квалифицироваться как showcase или display of your work, то есть это мероприятие или начинание, на котором люди могут ознакомиться с вашей работой на таком уровне, который отражает ваши выдающиеся способности в данной области, безусловно, такого рода события можно приводить в качестве фактов, закрывающих этот критерий. Что касается следующего критерия, пятого, судейство и оценка других. В каких жюри или в каком виде оценки принимали участие люди, которые вместе с вами делали грин-карты? Да, безусловно, это критерий, который хорошо подходит под такой род деятельности, как работа в IT. Значит, прежде всего, это судейство в хакатонах различного рода. Значит, эти события абсолютно подходят под мероприятия, в которых вы судите работу других. Однако важно, опять же, понимать, что в критерии от вас требуется, чтобы вы судили работу других профессионалов в своей области. То есть если, скажем так, соревнующиеся профессионалами не являются начинающими айтишниками, а может быть, это вообще были дети или школьники, то тогда этот критерий может быть и не закрыт. Далее распространенная практика закрытия этого критерия – это участие в такой деятельности, которая называется review. То есть вы можете делать ревью статей, публикаций или материалов, которые представлены другими профессионалами вашей области, например, для публикации в профессиональных изданиях, вот таких, которые мы упоминали ранее. То есть если вы обращаетесь в эти издания с предложением делать ревью, обычно у изданий есть база данных людей, которые делают ревью публикаций на определенную тему, и доказательство вот этих самых ревью в виде письма от издательства, которое обратилось к вам, является доказательством участия. Дальше очень важно в качестве пояснения того, почему именно это закрывает данный критерий, важно, чтобы издательство пояснило, кого обычно они приглашают, чтобы делать такое ревью, и почему данное приглашение отражает именно вашу экспертную позицию и, я бы даже сказала, элитную позицию в данной области и отражает, что вы один из немногих поднявшихся на вершину данной области. То есть недостаточно просто написать «я делал ревью», нужно не просто это доказать, а доказать, что вы делали данное ревью на высоком уровне. Иногда можно для закрытия этого критерия использовать работу в качестве человека, который отбирает материалы для какой-то конференции. Если вы входили в комитет или комиссию, которая рассматривает публикации, представленные для участия в данной конференции, то, опять же, очень важно предоставить материалы, описывающие, как и почему вас пригласили на эту позицию, подтверждающие, что вы вели эту деятельность, что, где, когда нужно обязательно детально описать, что вы делали, когда вы делали, кого вы судили в данном случае, какие работы вы судили, и дать этому детальное подтверждение, опять же, доказывающее, что вы один из немногих на вершине данной области в силу вот этих вышеупомянутых фактов. Следующий критерий – это членство в профессиональных организациях или ассоциации. В каких организациях
принимали участие люди, которые с вами делали грин-карты? Да, вот это критерий, который довольно часто люди понимают неправильно, поэтому его стоит детально разобрать. Но прежде всего важно понимать, что закон требует не просто членства, которое можно получить, уплатив небольшую сумму и записавшись в члены какой-либо организации. Важно понимать, что закон требует членства в организациях или ассоциациях, которые требуют выдающихся способностей по оценке других выдающихся экспертов в данной области. То есть важно показать все три составных части, что, во-первых, человек входил в сообщество, организацию, ассоциацию, во-вторых, что критериями для приема в данное сообщество являются именно выдающиеся способности. И третье, важно показать информацию о тех, кто принимает решение о включении в данное сообщество, и что эти люди являются действительно экспертами в данной области. Например, многие ассоциации, такие как Association for Computing Machinery или Institute for Electrical and Electronic Engineers, IEEE, они имеют разные уровни членства. Значит, вступить просто в члены данной ассоциации может практически каждый. Есть определенный уровень членства, который называется senior membership. Senior membership не всегда удовлетворяет, скажем так, критериям о выдающихся способностях. Вот это не совсем тот membership, который 100% данный критерий закрывает, но этот уровень членства все-таки лучше и больше отражает вашу высокую позицию в данной индустрии, чем обычный простой membership. Значит, если мы говорим об уровне членства, который практически безусловно закрывает данный критерий, это тот уровень членства, который называется fellow. Для того, чтобы получить этот уровень membership, нужно действительно получить признание от специалистов вашей области, и это требует большой работы и действительно выдающихся достижений в данной области. Значит, если вы можете показать членство в подобной организации на уровне fellow или на уровне сравнимом с уровнем fellow, то тогда этот критерий вам, возможно, будет удовлетворить. Далее есть определенные организации, ассоциации, которые тоже требуют выдающихся способностей, например, экспертные советы. Значит, если вы входите или вас выбрали в какой-то экспертный совет, то, опять же, нужно предоставить информацию, подтверждающую, что, во-первых, вас туда включили, а во-вторых, показывающую, что в правилах данной организации, в уставе написаны критерии, соответствующие именно уровню выдающихся способностей, и очень важно предоставить биографию тех людей, которые вас туда рекомендовали. Значит, вот если мы возвращаемся в практическую плоскость и посмотрим на тех людей, которые закрывали этот критерий, один из подходов достаточно реалистичный, это если вы, например, входите в какой-то alumni network каких-то известных инкубаторов, акселераторов, таких как Y Combinator или там Techstars, можно пытаться закрыть этот критерий с помощью членства вот в alumni network, или даже, мне кажется, что Fulbright, если вы закончили программу Fulbright и являетесь alumni Fulbright, то можно пытаться закрыть этот критерий с помощью такого подхода. Однако каждый кейс индивидуален, и нельзя сказать, что вот абсолютно 100%, если вы записались, вернее, вот вас отобрали туда, и вы являетесь одним из алюмни, то 100% этот критерий закроете, но использовать вот такого рода evidence, безусловно, можно. Переходя к следующему критерию, как люди из IT-сферы доказывают свой вклад в отрасль? Да, вот вклад в отрасль тоже еще один критерий, который, надо сказать, достаточно плохо понимается заявителями и, мне кажется, еще хуже понимается иммиграционной службой. Значит, дело в том, что существует небольшая лингвистическая разница между вкладом в отрасль и вкладом в отрасли. Трудно перевести, но я скажу это на английском языке. Есть такое выражение, как contribution to the field, и есть такое выражение, как contribution in the field. И понимаются эти выражения по-разному.
Contribution to the field это нечто, что сделало какой-то прорыв в данную область. А вот contribution in the field это все-таки более мелкая, скажем так, вещь, которая более реалистично возникает вообще в работе человека, когда он что-то небольшое улучшил или придумал, не обязательно даже запатентовал, но, может быть, эта вещь поднялась на уровень, скажем так, РАЦ-предложения. Значит, вот прежде всего вклад в отрасль, безусловно, это патенты, которые пользуются спросом, на которые ссылаются другие люди, так называемые seminal patents, то есть патенты, которые породили другие прорывы и сдвиги в данной отрасли. Статистически очень немногим удается подобного рода изобретения предложить, внедрить, донести до публики и так далее. То есть это редкие случаи, хотя они, безусловно, встречаются. У нас были люди, которые патентовали какие-то вещи, которые получали потом большое количество ссылок на патенты, и, соответственно, этим доказывалось, что данный патент является вкладом в область или отрасль. Если ничего такого нет, если просто, например, есть патент. Патент – это хорошее начало, но патент не всегда означает, что вами запатентованная вещь вообще является хоть сколько-нибудь полезной. Поэтому, безусловно, просто патент имеет меньший вес, чем патент, на который ссылаются. Если у вас нет патента, но есть публикации, на которых ссылаются, на которые ссылаются, значит, в данном случае тоже вы можете использовать количество ссылок как доказательство того, что вы внесли вклад, поскольку ваша публикация вызывает большой интерес, и, соответственно, если вы можете показать, например, что на основании вашей публикации кто-то пошел дальше, внедрил то, что вы описали или предложили, и сделал какую-то свою инновацию, какой-то следующий шаг в данной отрасли, это тоже, безусловно, является доказательством вклада, который вы внесли. Далее важное доказательство вклада, прежде всего, это признание вашей работы. То есть если вы придумали, изобрели что-то совершенно замечательное, но об этом практически никому не известно, то, скорее всего, вкладом это не будет считаться. Значит, если вы делали какие-то мастер-классы, презентации, часто, если вы работаете в большой организации, вы можете представлять что-то в рамках вашей организации, рассказывать другим сотрудникам вашей организации о том, что вы сделали. Вот в этом случае вы можете тоже вашу работу презентовать как вклад, поскольку если большое количество работников данной организации слушали вашу презентацию, чему-то научились и, возможно, дали вам подтверждающие письма о том, что ваша работа или ваша инновация представляет собой вклад, то тогда вы можете закрыть этот критерий таким образом. Для закрытия этого критерия вообще очень важно иметь рекомендательные письма, которые конкретно описывают, какой вклад вы внесли, чем ваше начинание лучше других конкурирующих начинаний, кому это все пригодилось, где это применяется, какой позитивный эффект в результате применения вашей инновации возник. Вот такой пакет доказательств, включая рекомендательные письма, возможно, какая-то статистика, какие-то метрики, которые показывают улучшение в процентах, грамм, градусах, копейках и прочих полезных вещах, вы должны предоставлять такую информацию для того, чтобы убедить офицера, что то, что вы сделали, является вкладом. Я могу привести примеры вещей, которые вот наши клиенты представляли как вклад. Например, инновационный алгоритм для artificial intelligence. Значит, алгоритм, безусловно, может считаться вкладом, нужно его описать. Диагностическая система, основанная на AI, имеющая инновационный характер и, очень важно подчеркнуть, уникальную эффективность. Но важно понимать, что сама по себе новизна, в общем-то, не особенно полезна человечеству. Человечеству полезна эффективность. Поэтому вместо слова «инновационный» или вместе со словом «инновационный» рекомендую использовать словосочетание «уникально эффективный» и далее описывать, в чем, собственно, уникальная эффективность состоит. Вот. Далее у нас были люди, работающие в cyber security, то есть безопасности.
IT-безопасности. И вот был человек, который сделал, например, классификацию киберугроз. И эта классификация вошла в государственные документы, в государственный протокол фактически, на основании которых уже государственные органы, занимающиеся кибербезопасностью, значит, строят какие-то свои планы, работы и так далее. Или, например, в финтеке у нас был случай, когда человек разработал инновационную систему именно определения фрода, то есть обмана, FinTech Fraud Detection Tool. То есть разработал систему, которая помогает, опять же, каким-то уникальным, эффективным образом определять случаи фрода, выявлять их и так далее. То есть вот самые разные начинания, которые люди делают, в общем-то, в рамках своей работы, если они проявили смекалку, инновационный подход, что-то придумали, улучшили в своей работе, вот это все можно представить как вклад, но очень важно показать, что этот вклад куда-то пошел дальше, другими используется, признается и помогает человечеству жить лучше. Переходя к следующему критерию, какие в вашей практике встречались варианты ключевой роли в уважаемых организациях? Как люди это показывали и какие были примеры? Да, ключевая роль или лидирующая роль это критерий, которые, безусловно, могут удовлетворить очень многие. Значит, важно помнить о том, что ключевая или лидирующая роль непременно должна быть в организации с позитивной репутацией. Если вы работали в небольшом стартапе, это прекрасно, важно показать репутацию этой организации. Если вы работали в большой какой-то организации, то, опять же, репутация этой организации может быть проще показать, но, с другой стороны, большие организации, они иногда получают какие-то не совсем позитивные оценки от средств массовой информации. Иммиграционная служба может обратить внимание на подобные такие PR-blunders, то есть проблемы с пиаром у большой организации. Вот, поэтому важно, опять же, помнить, что если вы показываете позитивную репутацию организации, где вы работали, и там есть какие-то, скажем так, пятна на солнце, то, возможно, вам стоит в качестве предварительного материала закрыть эти моменты и показать, что вот обвинения какие-то или проблемы, о которых говорит средство массовой информации, что они были необоснованные и что они, в общем-то, не влияют на репутацию вашей организации. Значит, соответственно, примеры лидирующих ролей, которые могли бы закрыть данный критерий. Ну, понятное дело, что если вы работаете президентом или вице-президентом подобной организации, то вы закрываете такой критерий, как лидирующая роль. Если ваша роль была не совсем лидирующей, но была критической, например, вы разрабатывали архитектуру и делали деплоймент большой, например, cloud-based инфраструктуры, я вот подглядываю в кейс, в котором наш клиент это делал, то вот вы можете утверждать, что вы играли критически важную роль, поскольку отвечали вот за такое важное начинание. Или, например, вы возглавляли какое-то направление, например, вы возглавляли AI Research направление, то есть исследования в области искусственного интеллекта, которые улучшили ваши алгоритмы, которые использует ваша организация. Тоже вот лидер какого-то направления может претендовать на закрытие критерия «критически важная роль». Или, например, вам поручено было отразить какую-то важную атаку на структуру, киберструктуру вашей организации, и вот именно вам поручили эту атаку отразить и эту угрозу устранить. Вот подобного рода поручения, задания критически важные, которые вам дали в рамках этой организации, тоже могут показать вашу лидирующую и критически важную роль в данной организации. Исследовательского характера организации, если вы работали там в качестве principal investigator на каком-то проекте, который получал финансирование, это, безусловно, показывает вашу критически важную роль.
Соответственно, очень многие могут показать критически важную роль, если под правильным углом осветить то, что вы делаете, показать важность вашей деятельности, вашего проекта в данной организации, что можно показать либо с помощью, как я уже сказала, организационной структуры, либо с помощью важности тех поручений, которые вам даются, и важности тех направлений, за которые вы отвечаете. Ну и завершая критерий, последний критерий, который может относиться к IT, это высокая зарплата, выше, чем у других. Как вот данный критерий удается доказать? Ну, высокая зарплата, с одной стороны, критерий достаточно очевидный, поскольку выражается цифрами. И, соответственно, если получается доказать доход человека с помощью документов, например, таких как налоговая декларация, НДФЛ, или если вы работаете в Соединенных Штатах, это ваша форма W2, которая содержит в себе нужную цифру, то, в общем-то, далее важно показать, какого рода зарплаты, в принципе, получают люди вашего уровня образования и опыта работы в данной локации, то есть либо в вашей стране, либо в Соединенных Штатах, и показать, что вот высокая зарплата отражает вашу позицию как выдающейся личности, возможно, также с помощью письма от вашего работодателя, в котором будет написано, что вот в силу ваших выдающихся способностей ваша зарплата выше. Но это такой довольно очевидный случай. Далее, когда мы работаем с клиентами, важно проявлять какой-то творческий подход к тем случаям, где не всегда есть вот такие вот прямолинейные доказательства. Например, иногда человек имеет свою фирму, имеет доход, который он получает на свою компанию, и часть дохода человек может оставлять в компании, не декларировать в качестве прибыли, реинвестировать. В таких случаях, опять же, если это его собственная компания, мы даем финансовый анализ, в котором показываем, что компания имеет высокий доход благодаря его деятельности, но в силу необходимости развития капитал реинвестируется, поэтому не весь показывается в прибыли. Значит, далее, если человек имеет много разных источников дохода, например, он может работать над разными IT-проектами, и некоторые из этих IT-проектов могут иметь высокую компенсацию, не обязательно зарплату нужно показывать, можно показывать компенсацию. Но опять же, человек работает не так много часов, но если пересчитать оплату в час, то получается высокая компенсация. Опять же, можно использовать такой подход, можно использовать банковские стейтменты, которые показывают, вернее, документы из банка, которые показывают, что средства были депозитированы на счет, и таким образом показать, что человек все-таки получал этот доход. Можно показать контракты, соглашения. Это довольно такой творческий критерий, в котором, с одной стороны, если дохода точно не было, то закрыть его не удастся, высокого дохода я имею в виду. Вот, но если доход был, но не всегда очевиден, то здесь нужен тщательный финансовый анализ происходящего, и с разных, опять же, углов можно показать эту компенсацию для того, чтобы закрыть этот критерий и показать высокий доход, показывая либо годовые цифры, либо цифры по контрактам, либо цифры, например, компенсации в час. И еще раз добавлю, это очень важно все тщательно документировать. Дальше очень важный момент, если вы получали stock options, то есть возможность приобрести акции компании, если эти акции компании довольно дорого сейчас стоят, то тоже это можно показать как доказательство того, что вы получаете высокую компенсацию. Но опять же напомню, что все и каждый из критериев, о которых мы говорим, должны в итоге сводиться к тому, что вы должны показать, что вы один из лучших на вершине своей области. Поэтому если вы показываете высокую зарплату, то обязательно нужно сравнить ее с другими и показать, что ваша зарплата значительно выше, в такой степени выше, что это отражает вашу выдающуюся позицию в данной области. И часто для того, чтобы закрыть этот критерий, мы прибегаем к использованию профессиональных экспертов, людей, которые имеют бизнес-образование, которые занимаются профессиональным изучением компенсаций работников в данных отраслях. Это могут быть специалисты в HR, это могут быть просто бизнес-специалисты, которые проведут тщательный анализ компенсации и покажут, что вот именно ваш уровень компенсации
он соответствует тому, что можно назвать выдающиеся способности в вашей области. Спасибо. С критериями вроде бы разобрались. Скажите, вот вы упоминали, что необходимы письма, которые подтверждают те или иные критерии. Вы можете рассказать подробнее, какие рекомендательные письма люди готовят или готовили в вашей практике, и привести, может быть, примеры, без указания личных данных, естественно? Да, рекомендательные письма, и вообще поясняющие документы – это очень важная составляющая часть кейса по ИБИ-1 на выдающиеся способности. Дело в том, что очень важно понимать, что иммиграционный офицер не является экспертом вашей области и вообще не является экспертом ни в какой конкретной области. Как правило, иммиграционный офицер прошел курсы, тренировку какую-то, которая им предоставляется, но быть экспертом в вашей области он совершенно не обязан. Поэтому если для вас какое-то словосочетание техническое значит очень много, совершенно не факт, что офицер эту мысль уловит. Поэтому очень важно все мысли, идеи, которые вы хотите донести до офицера, пояснять и объяснять. Если вы все пояснения даете от своего лица, то офицер имеет дело с человеком, заинтересованным в исходе дела. Поэтому ваши показания по вашему делу, чем, собственно говоря, являются все ваши пояснения, записки, аффидавиты, это все ваш диалог с офицером, который оценивается и должен иметь определенный вес. Если вы, помимо своих собственных заявлений, предоставляете заявления от уважаемых людей в своей области, то вы тем самым повышаете вес тех доказательств, которые представлены иммиграционному офицеру. Поэтому очень важно для того, чтобы доказать те утверждения, которые вы делаете, привлечь профессионалов, уважаемых людей, которые являются экспертами в вашей области или в другой области, о которой вы говорите, и попросить этих людей дать свои показания по вашему делу, которые, собственно, вот и оформляются в виде такого рода рекомендательных писем. Значит, рекомендательные письма, что очень важно, всегда пишутся с определенной целью. Они не пишутся с целью просто вот представить некое количество бумаги офицеру. Поэтому каждый раз, когда вы думаете о том, что попросить рекомендательное письмо, прежде всего подумайте о том, с какой целью вы это письмо хотите представить. Например, если вы говорите о первом критерии, о наградах, вы можете предоставить рекомендательное письмо от эксперта вашей области. Естественно, нужно предоставить резюме данного эксперта, описать, как и почему этот человек является уважаемой личностью и экспертом вашей области. Человек может подтвердить, что ваши награды действительно являются наградами высшей пробы. Но опять же, если человек просто напишет 3 предложения на эту тему, вряд ли это убедит офицера. Поэтому, опять же, будучи экспертом в данной области, ваш рекомендатель должен осветить, возможно, помимо своей биографии, какие вообще существуют награды в вашей области. И почему он считает, что вот эта награда, которая вам была присуждена, почему она действительно является наградой высшей пробы и отражает ваши выдающиеся способности. Далее, если речь идет, например, о членстве в какой-то профессиональной организации, ассоциации или экспертном совете. Опять же, уважаемый эксперт в данной области может подробно расписать, как и почему он считает, что ваше членство в данной организации закрывает этот критерий, требует выдающихся достижений и, опять же, подтверждает, что вы являетесь одним из лучших на вершине данной профессиональной области. Дальше очень важный критерий – это значение средств массовой информации, в которых был опубликован материал о вас. Возможно, имеет смысл обратиться к специалисту по средствам массовой информации и попросить такого специалиста подтвердить, что публикации о вас действительно являются публикациями в ведущих средствах массовой информации, если речь идет именно о публикациях в масс-медиа, то есть не в профессиональных изданиях. А если речь идет о профессиональных изданиях, то, возможно, опять же, эксперт в вашей области может подтвердить, что данное профессиональное издание является уважаемым, и, опять же, публикация о вас в данном издании отражает и подтверждает ваши выдающиеся способности. Очень важный критерий, вклад также закрывается с помощью рекомендательных писем.
как мы уже обсуждали, очень важно, чтобы другие специалисты в вашей области подтвердили, что действительно то, что вы сделали, является важным, является вкладом в вашей области, продвигает вашу область куда-то и позволяет другим в вашей области делать что-то новое, полезное для человечества на основе того вклада, который вы внесли. Так что экспертов очень важно привлекать по разным областям и брать у них письма, соответствующие целям того критерия, который вы пытаетесь с помощью этих писем закрыть. Иногда также люди предоставляют показания от своих коллег, от своего начальства, подтверждающие биографические факты, действительно подтверждающие, что данный человек работал в данной организации. Если вы предоставляете письмо, в котором просто сухим языком написано, что вот вы работали в данной организации с такого-то по такой-то, а потом вы пытаетесь закрыть критерий критически важная роль, опять же, с помощью работы в этой организации. Часто иммиграционный офицер обращает внимание на то, что, скажем так, вот сухой язык вот этого подтверждающего письма немного противоречит вашим утверждениям о том, что ваша роль была критически важной и лидирующей. Поэтому очень важно, опять же, если вы берете такого рода письма, подтверждающие вашу работу в данной организации, и при этом пытаетесь закрыть критерий критически важные роли, возможно, в этом письме стоит поговорить о вашей роли, о проектах, которые вы сделали, и о том, как и почему вы закрываете этот критерий, об репутации данной организации, о позитивных последствиях вашей деятельности. И, возможно, в конце письма стоит выразить вам благодарность за то, что вы так плодотворно поработали в рамках данной организации. То есть вот каждое письмо, над которым мы работаем, мы тщательно продумываем его структуру с клиентом, определяем, зачем, для чего мы пишем это письмо, определяем его коммуникативную цель, что мы хотим офицеру сказать. И далее эту мысль доносим в тех словах и выражениях, которые, опять же, соответствуют всей канве вашего кейса, всей его структуре. Спасибо. Уважаемые зрители, если для вас актуально это видео, если вы хотите узнать больше о визах и грин-картах, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Мы постараемся ответить на самые актуальные вопросы. Переходите также по ссылке на мой проект visanow.ai. Мы помогаем вам со сбором и организацией документов на визы и грин-карты. Но хочу сказать, что перед принятием каких-либо действий обязательно проконсультируйтесь с лицензированным адвокатом. Сегодняшнее видео тоже не является юридической консультацией и не является юридическим советом. По всем вопросам, если вы хотите обратиться к Татьяне Арестовой, то ссылка на ее веб-сайт и форму бронирования консультации будет здесь внизу в описании. Возвращаясь к работе над кейсами EB1, которые встречались в вашей практике, вы могли бы рассказать, какие requests for evidence вам приходилось получать, или как их называют, RFE, или запрос на доказательства? Очень важно понимать, что если вы получили request for evidence или запрос на дополнительную информацию, это абсолютно не означает, что в вашем кейсе вам должны отказать. В последнее время я с удивлением обнаружила, что существуют адвокаты, которые при получении запроса на дополнительную информацию сразу моментально советуют клиенту отозвать кейс. Такая практика у нас не используется. Мы очень много успешно отвечаем на запросы на дополнительную информацию. Большое количество кейсов одобряется после запроса на дополнительную информацию. И фактически запрос означает, что офицер что-то в вашем деле недопонял, у него есть вопросы, и вопросы офицера нужно удовлетворить. Поэтому вот такой подход, как отзывать кейс при получении запроса, мне, безусловно, не близок. Наоборот, запрос – это очень хороший шанс иметь с офицером полноценный диалог, адресовать его запросы, закрыть его сомнения, дать дополнительную информацию, возможно, более глубоко раскрыть те темы, которые офицеру показалось не были раскрыты. И, безусловно, запрос на дополнительную информацию – это ни в коем случае не негатив, это, наоборот, второй шанс убедить офицера в вашей правоте. Чем может быть немного
ценны для нас вот такого рода запросы, как я уже говорила, это тем, что мы видим, какие критерии человеку удалось закрыть. То есть мы понимаем, что вот, например, критерий награды мы закрыли с помощью вот таких материалов, и критерии, например, членства мы закрыли с помощью вот таких материалов. А вот критерий, например, judging мы не совсем закрыли, поскольку у офицера есть дополнительные вопросы насчет того, кого судил наш заявитель, действительно ли он судил профессионалов и по каким критериям он их судил. Значит, вот такого рода материалы дополнительные собираются и отсылаются в иммиграционную службу. Дальше очень важно, если вы получили запрос на дополнительную информацию, естественно, адресовать не только те критерии, которые вы уже пытались закрыть. Если, например, вы закрыли 2 критерия из 3, но теоретически можете попытаться закрыть еще 3 или 4, безусловно, стоит писать обо всех этих критериях, поскольку это дает дополнительную информацию офицеру не только по критериям, но и, что очень важно, по такому вопросу, как Final Merits Determination. Наиболее часто request for evidence или запрос на дополнительную информацию приходит, если заявитель удовлетворил, например, 3 или даже больше критериев, но у офицера есть сомнения насчет того, действительно ли он является одним из лучших на вершине своей области, то есть офицер применяет так называемый Final Merits Determination Analysis. И здесь очень важно понимать, что, опять же, вот заявители часто концентрируются на том, что они должны удовлетворить 3 критерия, и забывают о том, что помимо вот закрытия критериев есть еще 2 очень важных пункта, которые нужно закрыть в рамках кейса на EB1. Вы должны закрыть требования так называемого Final Merits Analysis, то есть офицер должен взвесить материалы, поданные по каждому из критериев, и понять, насколько в совокупности все эти материалы показывают, что вы один из лучших на вершине вашей области. И вот здесь вот материалы, поданные по дополнительным критериям, например, закрыв 3 критерия, вы можете подумать, ну зачем же я буду тратить время на критерии 5 или 6. Стоит, безусловно, потратить время и силы, потому что это может помочь офицеру все-таки определить, что вы удовлетворяете Final Merit Analysis требованиям, то есть что вы показываете, что вы представитель интеллектуальной элиты вашей области. Безусловно, для закрытия данного критерия, помимо просто рекомендательных писем, мы обычно рекомендуем, и обычно это срабатывает, обратиться к людям, которые являются независимыми экспертами. Это человек, который лично вас не знает, который является признанным экспертом в вашей области. Возможно, это человек, преподающий ваш предмет в американском университете, имеющий PhD, человек, который сделает независимое ревью вашего кейса, который примерно в той же позиции, что и офицер находится в данном случае. То есть он не знает вас лично, но в отличие от офицера он имеет бэкграунд, то есть образование, опыт в вашей области. И такой человек может выдать профессиональное заключение о том, что, по его мнению, вы все-таки один из лучших специалистов, находящихся на вершине вашей области. Это важный компонент. А также часто в Request for Evidence спрашивают о ваших планах. И очень важно помнить о том, что одним из требований EB1, то есть получения грин-карт через выдающиеся способности, являются ваши намерения и способность принести Соединенным Штатам пользу именно национального уровня. Поэтому очень важно описать ваши планы, возможно, бизнес-план предоставить, если такой есть, или персональный план деятельности предоставить, показать, где и как вы будете работать, хотя петиция EB1 не требует от вас трудовых контрактов или предложения о работе, но все-таки вы должны вразумительно объяснить иммиграционному офицеру, чем вы будете заниматься и чем вы будете полезны Соединенным Штатам. Поэтому, опять же, вот эти компоненты часто спрашиваются в Request for Evidence. В этом случае важно, опять же, пояснить, что и как происходит у вас, и какие у вас планы, и почему вы считаете все-таки, что вы один из лучших cream de la cream, как говорится, на вершине вашей области. Скажите, пожалуйста, а существует ли какая-то статистика или, может быть, ваша персональная оценка по критериям, какие чаще принимают или не принимают? Я понимаю, что это все очень субъективно, и у каждого свои критерии,
но, может быть, именно есть какая-то специфика в сфере IT? Ну, скажем так, в сфере IT наиболее частый критерий, который людям удается закрыть, это лидирующая роль, безусловно, потому что часто айтишники делают важную, нужную работу, и им удается весьма вразумительно сформулировать, как и почему их деятельность была нужна или полезна для данной организации. Я бы сказала, вот лидирующая роль – это довольно легко закрываемый критерий при наличии, естественно, профессиональных оснований для этого. Далее, айтишники довольно редко пишут научного характера публикации, а вот для публикаций важно именно, чтобы это был научный характер. Но, тем не менее, есть люди, которые этим занимаются, и можно показать, вот закрыть этот критерий. Я бы сказала, что публикации тоже довольно объективный критерий. То есть есть критерии субъективные, такие как вклад, где всегда можно признать работу человека вкладом или не признать. А вот такой критерий, как публикации, он более-менее объективный. То есть либо они есть, либо их нет, и либо у журнала есть определенный импакт-фактор, или его нет. Значит, дальше такой критерий, как оценка работы других, тоже довольно легко закрывается, опять же, с помощью весьма объективных фактов, то есть факты приводятся, объясняются, и здесь офицеру трудно куда-либо увильнуть от признания такого критерия. Я бы сказала, что, наверное, это 3 критерия, которые наиболее часто закрываются. Что касается остальных, они тоже закрываются довольно успешно нашими клиентами. Но каждый клиент и каждый кейс, конечно, это индивидуальная работа. И как вот мы обычно действуем, мы стараемся внимательно изучить биографию каждого клиента и понять, с помощью каких фактов, какой критерий можно удовлетворить. И, как я уже говорила, иногда, даже если мы видим, что, например, критерий удовлетворен не будет, но мы что-то хорошее можем сказать о человеке в рамках этого критерия, мы все равно этот материал предоставляем, поскольку этот материал может помочь закрыть такую вещь, как Final Merits Determination. Поэтому никогда не стоит наступать на горло собственной песни, никогда не стоит делать свой кейс меньше или короче. Стоит всегда максимум о себе рассказывать для того, чтобы закрыть вот все требования EB-1. Скажите, пожалуйста, а какие сроки бывают при подаче на грин-карту EB-1 в сфере IT? Можете привести примеры? Вот если от момента первой вашей встречи с клиентом до, собственно, получения грин-карты. Ну, естественно, что, опять же, все это индивидуально, но обычно мы начинаем работать с клиентом, мы не всегда начинаем работать с клиентом в момент нашей первой встречи. Иногда люди приходят ко мне через год после первой консультации, поскольку на первой консультации мы определяем, что он мог бы сделать в профессиональном плане для того, чтобы его кейс больше соответствовал требованиям EB-1. Человек может работать над этим, развиваться профессионально, участвовать в конференциях, публиковать статьи, заниматься оценкой работы других и так далее. А после этого вернуться к нам, и сколько это может занять у него в профессиональном плане, ну, это уж совсем индивидуально, но редко это занимает меньше года. Значит, если, например, мы уже приняли решение о том, что мы будем с человеком работать, как правило, это означает, что базовые доказательства, базовые материалы для закрытия как минимум 3 критериев у человека есть. В этом случае от 1 месяца до 3, как правило, занимает процесс сбора кейса, что, опять же, тоже индивидуально, поскольку есть люди, у которых, ну, прям вот все уже готово, и осталось только письма подписать, а есть, и мы, естественно, помогаем в составлении этих писем, смотрим, чтобы все моменты в них были отражены и так далее. Или есть люди, которые только вот думают о том, что они будут все это делать, и вообще они заняты, у них своя жизнь, и, соответственно, вот в таком случае это до 3 месяцев может занять. То есть все довольно индивидуально, но мы стараемся максимально быстро работать и, опять же, настолько, чтобы не было этого ущерб качеству. Поэтому здесь вот есть такой очень важный баланс. А дальнейший процесс, как развиваются события? Да, вот далее всегда, как правило, у меня с клиентом есть диалог на тему о том, подавать ли документы в иммиграционную службу premium processing, то есть ускоренным рассмотрением или нет.
Значит, по моему опыту, по моей практике, иммиграционные офицеры очень заняты. И, насколько мне известно, может быть, я не права, но насколько мне известно, от того, что вы платите за премиум процессинг, офицер не получает более высокую зарплату, он не получает высокого вознаграждения. Поэтому я премиум процессинг рекомендую только тем людям, у которых либо есть чрезвычайные какие-то обстоятельства, ну, например, вот ему нужно очень четко определиться, проходит он или нет, или он в Испанию поедет, или еще что-то. То есть вот ему надо очень быстро получить ответ. Либо людям, у которых абсолютно безусловный кейс, у них есть премия Филдса, у них все прекрасно, и вероятность отказа буквально близка к нулю. В этом случае, без сомнений, можно использовать премиум процессинг. Но в случае, если кейс у вас, скажем так, не совсем на 100%, то есть вот вы все, конечно, собрали, но нет прямо вот такой жесткой уверенности в том, что дело ваше будет одобрено, в таких случаях я бы премиум процессинг не советовала. Почему? Потому что это мешает офицеру разобраться в деталях вашего дела. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вам присылается request for evidence, то есть RFE. И RFE, к сожалению, присылается непродуманное. Офицер, прям вот видно по тексту RFE, не читал ваше дело и присылает вам такую достаточно стандартную заготовку, можно назвать ее рыбой, которая, в общем, присутствует в интернете, ее можно найти, такой темплейт, RFE темплейт есть, он представлены миграционной службой, и видно, что офицер просто вот ввел имя клиента в этот темплейт и просто просит по каждому пункту предоставить такие-такие доказательства, не вдаваясь в подробности того, что уже было представлено. То есть фактически он берет требования закона и пишет клиенту, ну, предоставьте вот награды, членство, публикации и так далее, не анализируя то, что уже было предоставлено. В этом случае вы как бы лишаете себя возможности диалога с иммиграционным офицером по поводу вашего дела. И, соответственно, получив такого рода запрос, вы начинаете теряться в догадках, а что же я могу еще предоставить, я же уже все предоставил. Значит, безусловно, мы в этом случае помогаем, смотрим, что еще мы могли бы предоставить по каждому из критериев, и часто дела одобряются, невзирая на то, что вот такого вразумительного диалога не было. Но это такая ситуация, которая создает больше стресса для клиента и, опять же, больше неопределенности в плане того, что же все-таки решит офицер. Поэтому это индивидуальное решение, но вот есть такой момент, что из-за нехватки времени офицеры очень часто беспредметные request for evidence посылают тем клиентам, которые просят премиум процессинг, и поэтому, если вы хотели бы, чтобы миграционный офицер разобрался поглубже в вашем деле, возможно, премиум процессинг – это не та стезя, по которой вам стоит идти. У меня остался только один последний вопрос на сегодня. Те люди из сферы IT, которые рассматривают получение грин-карты EB1, но не знают, с чего начать, какой им сделать первый шаг? Я думаю, что, безусловно, в качестве первого шага полезно проконсультироваться с адвокатом, понять, куда вам двигаться дальше, какие критерии вы, возможно, уже закрываете. А может быть, вам стоит подумать про EB2, National Interest Waiver, что более легко для айтишников, чем именно EB1. То есть разные поводы для размышлений, то есть для начала я бы посоветовала поразмышлять. Далее очень важно, если вы, например, решили, что EB1 – это вот именно то, чего вы хотели бы добиться, важно определить для себя, подходите вы уже под критерии или нужно еще поработать над своим профессиональным развитием. Если вы решаете, что нужно поработать, опять же, нужно составить некий план действий, план того, как вы могли бы, может быть, оформить свои блистательные идеи в виде патентов или сделать какие-то публикации, или поучаствовать в каких-то конференциях, или еще каким-то образом профессионально продвинуться и зафиксировать какие-то моменты, которые, возможно, вы не фиксировали, поскольку не видели вот в этом необходимости. И очень важно понимать следующий момент.
Если вы подаете неудачную петицию на грин-карту, будь то кейс EB1 или кейс EB2 National Interest Waiver, вы выражаете вот этой подачей свое иммиграционное намерение. И в будущем, после такой подачи, всегда, если вы заполняете заявку на либо туристическую визу, либо студенческую визу в Соединенные Штаты, вам всегда нужно будет отвечать «yes» на вопрос о том, подавали ли вы иммиграционную петицию. Это не означает, что вам автоматически всегда откажут в визе. Возможно, вы переубедите консула, убедите его в том, что вы, например, больше не желаете получать иммиграционную визу или не желаете оставаться в Соединенных Штатах в рамках той поездки, на которую вы просите визу. Но очень важно помнить, что это создает презумпцию того, что вы потенциальный иммигрант. И получить либо студенческую визу, либо туристическую визу вам уже будет значительно сложнее, чем до того. Поэтому просто подать на иммиграционную визу в качестве эксперимента «пройду, не пройду», возможно, это не очень хорошая идея, если вы не хотите такого рода последствий. Поэтому, опять же, призываю серьезно относиться к данному вопросу и консультироваться с профессионалами. Спасибо вам большое, Татьяна, за ваше время, за ваш опыт, за ваши бесценные знания. Спасибо вам, спасибо, зрители и слушатели, за ваше внимание.